Всем привет! Меня зовут Алена, и очень многие просили показать, какой букет, композицию в школу понесет моя дочка. Многие знают, что мой ребенок в этом году идет в 1 класс, и, конечно, живые цветы никто не отменял, но всегда хочется сделать что-то другое. Я же в этом году сделала для своей дочки небольшую конфетную композицию. Да, я делала букет с конфетами, для меня это непривычно, необычно, и делаю я всего лишь такой букет 2-й раз в своей жизни. Но я всегда говорила, что в любой цветочек, который я делаю, можно вставить вовнутрь конфету. Замените серединку конфетой, и у вас получится букеты с конфетами. Моя композиция выглядит вот таким образом. Дарить мы ее будем вот в такой сумочке, которая сделана из пластика. Можно использовать бумажные, можно вообще ее не использовать. Мне захотелось сделать именно в таком варианте. Предстоит еще несколько таких букетов в работе, потому что мои знакомые тоже захотели себе. Ну а без упаковки она вот такая маленькая, сверху конфетки. Вы можете придумать все, что угодно. Знаете, мне кажется, подарок, сделан своими руками, никогда не может быть плохим подарком. Поэтому решать только вам. Теперь давайте покажу, как я все это делала. В своей работе можно использовать совершенно любые конфеты, которые вам нравятся. Я буду использовать Рафаэлло, мне кажется, это классический вариант для цветов с конфетами. И красные оттенки бумаги, также и зеленый для зелени. Аналогично, правда? Ну и, конечно, надо еще чем-то разбавить наш букетик, и буду использовать сахарные ягодки. В своей работе использовать буду зеленые. В прошлом видео я вам показывала, как можно задекорировать коробочку конфет сверху. Сегодня же я буду распаковывать и вставлять свою композицию вот в такой пакетик. Мне очень он понравился и, кажется, смотрится очень интересным. Да, покупаю я такие пакетики и вообще любые коробочки в цветочных магазинах. А для примера покажу один из них. В нашем городе много цветочных магазинов для рукоделия, но именно в цветочных магазинах продается большое количество разнообразных коробок, совершенно разных форм и размеров. Там можно найти коробки совершенно любого цвета, также пакетики, как вот такие пластиковые, которые я взяла в горошек. Они есть, кстати, даже с белыми ручками, и бумажные. Ну и, конечно, там есть огромный выбор как искусственных цветов, так и живых цветов, также и разнообразных ягодок, листиков, вот все, что нужно для дополнения композиции. Да, и в таких цветочных магазинах я покупаю также лагурус и какие-то другие сухоцветы. Там же продается и лаванда. А где можно это все купить в интернете, я, к сожалению, не знаю, потому что никогда там не покупаю. Также буду использовать зубочистки для ножки своих цветочков. Листики делаю на глаз, как обычно склеиваю и вырезаю. Сегодня я решила сделать именно цветы пионы. Мы когда-то с вами делали такие пионы, только внутри у нас была бумага, а сегодня вместо бумаги я туда закреплю конфетку. Отрезаю полоску бумаги и разрезаю. Кстати, делаю я всегда на глаз, но сейчас скажу размеры. Нам понадобится один отрезок размером 5,5 на 7 см и 15 кусочков 4 на 6. Это будут сами лепестки. Часть, которая у нас большая, мы скругляем только сверху и вовнутрь будем запаковывать конфетку. Растягиваю бумагу и вставляю вовнутрь конфетку. Знаете, никогда не думала, что вставить конфетку в цветок для меня будет самое сложное. Но я справилась, поэтому думаю, с этим справится любой. Наношу снизу клей и вклеиваю зубочистку. Вот что значит, когда работаешь с обычными цветами из бумаги, и потом вставить конфету становится просто проблемой. Потому что не получалось у меня это сделать идеально. Теперь сами лепестки складываю кусочек на 2 части и вырезаю форму сердечка. Загибаю ножницами сверху и выгибаем сам лепесток. Смотрите, чтобы сверху вы бумагу не растягивали, только посередине. Так делаю со всеми лепестками. Теперь приклеиваем. Как я уже сказала, я буду использовать 15 таких лепестков и просто начинаю приклеивать их по кругу. Снизу наношу маленькую капельку клея. Не делаю никакие ряды, просто по кругу один за другим приклеиваю.
Сам чашелистик размером 9 на 7,5 сантиметра. Вырезаем, скручиваем сверху, растягиваем посерединке каждый листик в чашелистике и приклеиваем. Снизу я закрепляю ниткой, мне кажется, это более удобным и соединение становится более тоненькое. Также я решила еще и затейпировать ножку, буду это делать гофрированной бумагой. И наши цветочки готовы. Я буду использовать 4 пиона, и мне надо будет еще 5 бутонов. Чашелистик я делаю точно такого же размера, а отрезок для бутона я беру 8 на 9 сантиметров. Точно так же выгибаем и вставляем вовнутрь конфетку. Для закрепления наношу с краю маленькую капельку клея, вклеиваем зубочистку и приклеиваем чашелистик. Кстати, для чашелистика я все-таки решила использовать не 5, а 3. Подготовили мы все свои цветочки, у меня получается 4 больших пиона и 5 бутонов. Теперь сама основа. Буду делать ее из пенополистирола, можно использовать пенопласт. Он у меня размером 10 на 10 сантиметров. Обклеиваю гофрированной бумагой сверху и снизу, чтобы у нас все было аккуратно и красиво. Теперь сделаем имитацию заборчика на нашей заготовке. Я беру пивной картон, и так как у меня высота пенопласта 5 сантиметров, я буду делать свой заборчик высотой 6 сантиметров на 1 сантиметр выше. Шириной у меня получается 2 сантиметра, и на одну сторону у меня уходит 5 таких заготовок. Все вырезали и приклеиваю по кругу. Теперь отрезаю еще несколько полосок по 5 мм и буду приклеивать сверху перекладинки по 2 штучки с каждой стороны. Лишний клей обязательно убирайте. И приступаем к окрашиванию. Так как это картон, бумага, ее можно красить совершенно любыми красками. Я буду использовать акриловые, можно также использовать и гуашь.
Окрашиваю с каждой стороны в белый цвет. И теперь мне нужно состарить, придать такой более деревянный внешний вид нашему заборчику. Я намешиваю себе коричневой краски и мягкой кисточкой наношу сверху, подкрашивать совсем слегка. Мне кажется, что таким образом выглядит интереснее. Заполняем внутри цветами. Я, как всегда, начинаю с больших, заканчиваю маленькими, но вы это делаете уже таким образом, как вам больше нравится и как вам удобнее работать с цветами. Также можно цветы свои вклеить и на термоклей, чтобы они не выпадали. Ну, остались последние штрихи. Добавляю ягодок и листья. И на этом готово. Остается вставить в свой пакетик и дарить. Но если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои следующие видео. И до новых встреч. Пока-пока!